Мясо с персиками по-ирански. Вот наш первый рецепт. Дело в том, что эта специя, это ладан. Грецкие орехи, разумеется, не считаются ни приправой, ни специей, но вспомните сациви. Вот такую подвеску сделал. Ну и опускаем в тандыр. Это соленые лимоны. Вот это ташкентский лимон. Только часть молотых фисташек я посыплю сейчас внутрь каждой половинки персика. Ну давайте приступим к иранскому блюду. Вы удивитесь, в этом блюде мясо готовится не только со специями, но еще и с персиками. Мясо с персиками по-ирански. Вот наш первый рецепт. Для начала любое мясо необходимо как следует просолить, тем более вот такие огромные куски. Все куски мяса на косточке. Такие куски, как правило, бывают самыми вкусными. В это блюдо пойдет килограмма 2 мяса. Если вычесть кости, то, наверное, останется килограмма 1,5. Поэтому я и соли беру. Примерно 1,5 столовые ложки. Потому что в это блюдо, кроме мяса и кроме персиков, пойдет еще и лук. Вот эти протертые помидоры, грецкие орехи, персики, фисташки. Скажите, пожалуйста, вам уже вкусно? Мне уже вкусно. Я уже нахожусь в предвкушении. Ну а теперь давайте поговорим о специях. Я не случайно надел перчатки, потому что специи въедаются в руки начисто. Потом что-нибудь возьмешь этими руками, захочешь понюхать, а обоняние-то уже искажено. Я на этом блюде собрал несколько видов специй, которые пойдут в это блюдо. Ну, во-первых, куркума. Куркума, вообще-то говоря, это небольшой корень, чуть поменьше морковки. Его высушивают и натирают вот такой порошок. Некоторые недобросовестные продавцы на рынках называют куркуму шафраном. Нет, к шафрану эта специя никакого отношения не имеет. Как видно, довольно много куркумы, потому что и лука у меня немало. Куркума, как правило, идет туда, куда идет и лук. Имбирь. Разумеется, у меня есть свежий имбирь. Но в это блюдо нужен именно сушеный. Дело в том, что свежий и сушеный имбирь имеют абсолютно разный вкус. Имбиря беру немного, может быть, пол-столовой ложки. Этого достаточно. Ну а теперь черный перец. Можно было бы использовать и в виде горошка, но молотый сработает лучше. Дело в том, что на этом этапе нам очень важно промариновать, пропитать мясо не только солью, но еще и специями. Итак, черный перец. Раз пол-ложки и, наверное, еще чайная ложка. Дело в том, что в этом блюде будет и сладкое, и кислое, и фруктовые нотки. И в нем должен остаться хоть какой-то характер. Кориандр, молотые семена кинзы. Кстати говоря, эти вот молотые семена кинзы в любой ступке раз-два и растер. Есть время, займитесь этим. Запах получится еще лучше. Но иногда запах можно компенсировать количеством специй. Очень часто мне задают вопрос: скажите, пожалуйста, сколько вешать в граммах тех или иных специй? Так дело в том, что специи, как и заварка, бывают очень разными по своей силе, по своей мощности, по интенсивности своего аромата. Вот, например, зира. Зира молотая, которая идет, ну, знаете, в первую очередь в узбекский плов. Ну, а сюда ее можно взять, наверное, 3 чайные ложки. Это одна из главных ноток в аккорде, в букете из специй. Эти букеты создавались народами не за одно столетие. Здесь все продумано. Ну а это кардамон. Уж если где-то есть фруктовые сладкие нотки, там кардамон не повредит. Все, достаточно. Осталось только перемешать и оставить мясо помариноваться хотя бы на час-другой. Кстати говоря, большинство специй являются отличными консервантами. Если бы это была целая баранья нога, ее можно было бы обильно посолить снаружи, как следует натереть специями и подвесить куда-то в прохладное место. Все.
Она, может быть, будет подсыхать, она будет мариноваться. И эта нога, баранья нога, не испортится. Пусть повисит несколько дней, она только вкуснее станет. Но у нас мясо уже нарублено аккуратными кусочками, поэтому часа либо двух достаточно для того, чтобы мясо как следует пропиталось вот этим букетом, этим ароматом. Пахнет невероятно вкусно. Да не, ну какая же это реклама? Это рассказ о том, как мы любим готовить и умеем снимать хорошую еду. Ну или толстый намек на то, как могла бы выглядеть ваша реклама, если бы вы разместили ее у нас. Да это была бы просто огонь, а не реклама. Ну а пока наслаждайтесь и приятного вам аппетита. Следующее блюдо имеет происхождение из родины специй, из Индии. Ну, вообще-то говоря, специи растут буквально везде, по всему земному шару. Можно найти те или иные растения, которые можно считать специями. Теперь у меня к вам вопрос. Ну так, проверочка, небольшой экзамен, зачет. Что такое специи и что такое приправы? Чем они отличаются друг от друга? А пока что я поясню, что я делаю. Я снимаю шкуру с куриных бедрышек. И вовсе не потому, что я считаю куриную шкуру чем-то вредной. Нет, куриная шкура должна оставаться в тех блюдах, где она уместна. Но здесь она помешает работе специй. Мне необходимо, чтобы специи проникли в кусочки куриного мяса. Шкура для специй ощутимое препятствие, поэтому шкурку я сниму. Мы ее используем для приготовления какого-нибудь бульона. Очень часто от курицы остается остов. Ну, можно сказать, скелет от курицы, да? Вот добавьте к нему эту шкуру, и бульон получится замечательный, в меру жирный и очень ароматный. Все дело в том, что в шкуре содержится довольно много особого белка, коллагена. Ну а теперь давайте поговорим не про шкуру, а про специи. Вот уж где умеют собирать букеты специй, так это в Индии. Вот этот букет, масала, как называют их в Индии, называется тандури масала. То есть, вы слышите, да? Он предназначен для того, чтобы с этим букетом специй что-то запекать в тандыре. И именно так мы сегодня и поступим. Но сначала я хотел бы рассказать вам немного о том, как индусы используют специи вообще. Вот здесь чеснок и имбирь. Два брата-акробата. Имбирь уже натерт на терочке, а чеснок пропустили через чеснокодавилку. Вот прямо к ним следует добавить, никогда не угадаете что, лук. Обычный лук, уже нарезанный, для того, чтобы его было удобнее растирать в ступке. Растирать в ступке вместе со специями и вместе с солью. Пока что я беру, ну здесь у меня порядка 2 килограммов курятины. Я беру 1 ложку соли, этого достаточно. Потому что в это блюдо, кроме самой курятины, практически ничего не идет. И я высыпаю сюда целую пиалу смеси приправ, которая так называется тандури масала. Поищите в интернете, непременно купите. А вообще у меня к вам есть домашнее задание. Запоминайте это слово тандури и сразу после того, как посмотрите нашу программу, загляните в интернет и посмотрите, из чего составляется смесь приправ тандури. Но, а мне пока что некогда. Мне надо растереть лук, имбирь, чеснок, тандури и превратить их в однородную пасту. Вы понимаете, что сейчас происходит? При помощи пестика я давлю чеснок, имбирь, лук. Из них выдавливается сок. И вместе с этим соком из специй образуется довольно однородная, очень сильно пахнущая масса, которая и будет являться маринадом для курятины. Только вот какое дело. Ни одна специя без жира как следует не работает.
Дело в том, что большинство специй жирорастворимые, а не влагорастворимые. А куриные бедрышки, да еще и без шкуры, штука довольно нежирная, можно сказать, почти что постная, да? Поэтому я добавляю в эту пасту, 3, может быть, 4 ложки сметаны. А в сметане есть молочный жир. И этого жира будет достаточно для того, чтобы улучшить вкус курочки, а еще для того, чтобы специи как можно лучше сработали. Только упаси вас Господь от соблазна использовать вместо ступки и пестика блендер. Сметана, вот эта густая вкусная сметана, превратится в жидкость. И этот жидкий маринад попросту стечет с кусочков курятины, когда мы станем нанизывать ее на шампур. Да-да, именно на шампур. Но это будет не шашлык, это будет блюдо, которое приготовлено именно в тандыре. Проще всего со специями поступают марокканцы. И в этом им помогает замечательное устройство, которое называется таджин. По сути дела, это довольно глубокая сковородка, едва ли не полказана, и большая конусная крышка. Очень часто таджины бывают керамическими, впрочем, бывают и металлическими. И знаете что? Я бывал в Марокко неоднократно. Они давным-давно там готовят в обычных, иногда и алюминиевых кастрюлях, иногда готовят в скороварках, мультиварках и так далее. Одним словом, не заморачиваются, чего и я вам желаю. Сегодня я буду готовить марокканское блюдо, которое называется галяшки с сухофруктами в обычном узбекском казане. Ну, я понимаю, что таджин есть не у всех, но зато казан, уж если вы подписались на мой канал, на мою группу в Одноклассниках, есть у вас? Если нет, то хочу вам сказать, что сначала у вас появится малыш, небольшой казан, а потом, когда вы подрастете и наберетесь сил, обзаведетесь вторым, третьим, 10-м, 12-м. Казанов мало не бывает. Так вот, марокканцы не заморачиваются не только с посудой, они не заморачиваются с приготовлением. Как правило, в таджин, в кастрюлю, либо вот в казан они складывают все продукты, включая специи, воду, масло, одним разом. Представляете себе, накрыли крышку и давай огонек. И все получается очень хорошо. Я раскладываю замечательное мясо. Мясо, которое пригодно для долгого приготовления, для тушения. Это бараньи голяшки, это баранья шея, которая совсем не годится на шашлык, а вот в такие блюда да лучше не придумаешь. Давайте сразу весь оставшийся лук, протертые на терочке помидоры, это практически свежие помидоры, хотя можно купить вот такие протертые помидоры и консервированные. Плохо не будет, будет нормально. Выливайте все сразу, засыпайте весь лук. Не забудьте налить немного растительного масла, потому что без растительного масла специи не сработают. Специи должны отдать куда-то свой аромат. В масло. А уж из масла в мясо. А уж из масла в соус, который здесь получится. И у нас будет довольно обильное количество соуса, и этот соус будет изрядно густым. Несмотря на то, что я сейчас, для того, чтобы мясо хорошенько потушилось, налил сюда почти что литр воды. Заодно и миску от помидоров сполоснул. Теперь соль. Видите, сколько еды? Вот столько мяса с соусом останется, поэтому сюда я сыплю ложку, а потом еще пол-ложки соли. И вот теперь мы можем приступить к специям и к приправам. Мы петрушечкой обычно присыпаем уже готовое блюдо. Марокканцы поступают совсем не так. Они петрушку жарят зачастую вместе с луком. И это получается очень вкусно. Попробуйте и вы. А теперь очень-очень необычная специя. Специя, про которую, я уверен, очень многие скажут, у нас такого не продают. А на самом деле продают. Вы просто проходите мимо нее в супермаркетах, потому что не знаете, что это такое. Это называется тахина. Тахина – это
растертые семена кунжута. И нужны они здесь вовсе не для того, чтобы придать какой-то кунжутный особый аромат. Можно было бы взять немножко ложечку кунжутного масла. Будет тот же самый эффект. Но растертые кунжутные семена отлично загущают любой соус. Вот сейчас лук выделит свой сок, вода здесь есть, мясо тоже выделит свой сок. А кунжут, если его добавить, ну скажем, 1 столовую ложку, пол-ложки я уже добавил, добавляю еще немного, кунжут отлично загущает любой соус. Вы увидите, что соус будет такой, что достаешь оттуда кусок мяса, а он весь покрыт соусом. Ну и вот теперь поехали специи. Зира. В Марокко используют очень много зиры. В данном случае молотая зира. Я возьму вот столько. Этого достаточно. Чуть-чуть меньше, чем столовая ложка. Возьму чайную ложку, либо чуть больше куркумы. Возьму чеснок. Возьму перец горошком. И возьму сушеный имбирь. Только что в индийское блюдо я отправил свежий имбирь. А вот сюда хорошо подойдет сушеный. Помимо перца горошком, несколько бутончиков гвоздики. Вот они у меня здесь, среди перца лежат. Вообще, возьмите себе за правило, что черный перец и гвоздика вместе работают очень хорошо. Они друг друга дополняют и обогащают. Запомнили? Ничего трудного. Имбирь, почти полная столовая ложка. Ну, примерно полголовки чеснока, уже зубчиками. Тоже сюда все хорошо. Ну и, наконец, самая дорогая восточная специя – шафран. Стоимость шафрана зачастую слегка преувеличена. Но, кроме того, вот это даже не полграмма шафрана, а мне понадобится всего лишь навсего 1 щепотка. Этого достаточно для того, чтобы превратить вот это замечательное блюдо в какое-то праздничное, волшебное. Все. Осталось всего лишь навсего взять шумовку, все как следует перемешать и накрыть казан крышкой. Пусть стоит и готовится. Мы вернемся к нему через час-полтора. Обычно, когда я накрываю казан крышкой, я говорю: убавьте огонь до минимума, так, чтобы внутри бурлило не слишком сильно. Но марокканские блюда готовятся иначе. Марокканские блюда должны бурлить весь процесс приготовления. Поэтому я беру еще пару крупных березовых поленьев и закладываю под казан. И надо следить, чтобы огонь под казаном всегда был умеренный. Я вам потом, попозже объясню, почему настолько необычный температурный режим применяется в марокканской кухне, когда готовят под крышкой. В таджине, в кастрюле, в скороварке, мультиварке. А у вас есть мультиварка? Напишите, пожалуйста. Может быть, нам стоит приготовить что-нибудь и в мультиварке? В казане, ну, считай, что почти что таджине. Забурлило, закипело, видите, как пар поднимается. И я думаю, что самое время один раз взять, да и помешать. Помешать и добавить кое-что еще. Хочу обратить ваше внимание на мясо. Видите, если мы продолжим готовить его в таком же режиме хотя бы 1 час, то мясо попросту начнет разваливаться. Это не наша задача. Кусочки мяса должны остаться целыми. Разумеется, в результате долгого тушения они должны размягчиться, но они не должны потерять свою форму. И здесь марокканцы используют какую-то абсолютно уникальную, удивительную специю. Вы все, практически все, особенно православные люди, хотя бы раз в жизни чувствовали запах этой специи. Знаете где? В церкви. Дело в том, что эта специя – это ладан. Это капельки смолы от дерева асфелия, которое растет в Саудовской Аравии, в Йемене, в Омане. Вот там растет самый настоящий, самый хороший ладан. Я беру его немного, вот буквально здесь пол чайной ложки. И этого более чем достаточно. Знаете, что делают марокканцы с этим ладаном? Они берут картошку, берут помидоры, баклажаны. Они берут, например, груши. И варят в сахарном сиропе 32 часа. В присутствии ладана все эти продукты не развариваются, но они приобретают абсолютно уникальный вкус. У меня нету 32 часов.
Думаю, что и у вас навряд ли найдется желание 32 часа варить картошку, варить помидоры, баклажаны и так далее. Поэтому я использую вместо этих особым образом подготовленных продуктов сухофрукты. Пока что я беру чернослив и очень жесткую, очень сухую курагу. Послушайте, как она стучит. Вот это самая лучшая курага. Она может готовиться довольно долго. А это слива, которая называется аль-бухара. Она просто вяленая. Ее вместе с лимоном я заложу в казан немного попозже. Мясо с сухофруктами по-мароккански пусть продолжает готовиться дальше, пусть томится. А нам самое время начать приготовление следующего блюда, которое тоже займет определенное время. Это мясо с персиками по-ирански. Я беру большую глубокую сковородку. У меня она керамическая, но, честное слово, можно было бы взять и чугунную, можно было бы взять алюминиевую, вообще форму из фольги. Когда вы готовите что-либо в печах, либо в духовке, материал формы практически не имеет значения, потому что рано или поздно вот эта керамика будет иметь ту же самую температуру, что имеет температура печи. А температура печи сейчас 220 градусов. Здесь у нас уже есть все. И необходимое количество соли, и все специи. Поэтому просто укладываю мясо поверх первой половины лука. Немного, буквально 50-70 грамм воды. Я его лью не на мясо. Нельзя, чтобы вода смыла специи из кусков мяса. Я его лью только в лук, для того, чтобы как можно скорее началось испарение. И укрываю все мясо луком. Спросите, а где же масло? Вот оно масло. Топленое масло. В иранской кухне, как и в индийской, как и в азербайджанской, используется очень много топленого масла. Топленое масло отлично работает со специями. Но больше того, топленое масло имеет свой неповторимый аромат. Так почему же не на дно казана? Почему не на дно формы? Почему вот сейчас сверху? А ведь масло сейчас начнет таять, протекать вниз и смочит каждый кубик лука. И масло смочит каждый кусочек мяса. И все станет покрытым маслом. И будет готовиться как нельзя лучше. Теперь скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас на даче духовка? Обычная духовка, чтобы она разогрелась до 220 градусов. Если есть, то вы сможете приготовить вот это блюдо гораздо проще. Не надо строить эту печь, не надо разводить там дрова, уголь, жечь, ждать, когда она прогреется. Можно взять и просто поставить в духовку. Так зачем мне эта печь? Сейчас скажу. Мне такая печь, как и мангал, как и тандыр, как казан на даче, нужны для получения удовольствия от приготовления еды на свежем воздухе. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока.
Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Прошло минут 25-30, как мясо с луком стоит в печи. И запах, самое главное, что запах, сигнализирует мне, пора бы достать и помешать. О, ну-ка, как оно здесь? Вот как. Частично кипит, это хорошо. Видите, лучок сверху уже подрумянился изрядно. Надо бы перемешать его с тем, что находится пока что снизу. Перемешать, и можно добавлять следующие продукты. А следующие продукты — это протертые томаты, опять-таки, и грецкий орех. Ох, какой же аромат начнет издавать эта сковородка в самое ближайшее время. Грецкие орехи, разумеется, не считаются ни приправой, ни специей, но вспомните сациви. Вспомните уникальный вкус сациви. Ведь там не специи работают. Там работает именно грецкий орех. И сейчас грецкий орех вместе со специями, вместе с лучком, вместе с ароматнейшим топленым маслом создадут в этом казанчике буквально чудо. Возвращаем мясо. Кто в духовку, а кто в печь. Переходим к следующему блюду. Замаринованная в тандуре масала курятина. Тандыр вот-вот будет готов. Он у меня уже давно топится, и температура в нем сейчас около 200 градусов. Это вполне достаточная температура для того, чтобы очень аккуратно запечь кусочки курятины. Ох, какой аромат! Все-таки индийская кухня самая ароматная, невероятно ароматная. Многие ее недолюбливают якобы за излишнюю остроту. Но честное слово, вот убери из индийской кухни остроту, и будет непонятно, а для чего же это кушать? Индийская кухня должна быть острая, ровно так же, как русская кухня должна быть комфортная, нежная, с ощутимыми кислыми нотками. А вспомните хотя бы щи. Предвижу вопросы от наиболее изобретательных частей наших зрителей мужчин. Некоторые скажут, да я то же самое сделаю на мангале. Вот возьму такие крупные куски курятины и на мангал. Ребят, ничего не получится. Дело в том, что мангал и тандыр работают по-разному. Температура угля на мангале уж совсем минимум, уж совсем жалкого, слабенького угля — это 500 градусов, а хороший уголь на мангале имеет температуру 750-800 градусов. В тандыре продукты пекутся от тепла разогретых стен тандыра. Сейчас они разогреты до чуть более 200 градусов, 220 градусов. И именно поэтому куски могут быть побольше, они прогреются внутри до температуры полной готовности, но не пригорят снаружи. Бескостные куриные бедрышки имеют форму, прямо скажем, очень разнообразную. Какие-то висящие тонкие куски хорошо бы подвернуть внутрь рулета, который мы и насаживаем на шампур. Ну а на конец шампура насаживаем по половиночке картошки. Я надеюсь, всем понятно, для чего нужна картошка. Во-первых, для того, чтобы мясо не сползло прямо в уголь. А во-вторых, картошка тоже получится очень вкусной.
половинка картошки как раз успеет запечься. Осталось немного маринада и осталось картошки, которой хватило на целый шампур. Знаете, если смазать этим маринадом картошку, то картошка тоже получается очень вкусной. Я видел, как индийцы в своих ресторанах запекают точно так же, рядом с курочкой, рядом с картошкой, даже сыр тофу. Ну, относительно безвкусный соевый сыр, который после того, как к нему добавили вот эти приправы, вот эти маринады, превращается просто в очень вкусный и ароматный гарнир. Ну что, ставим в тандыр? Идемте. Чтобы все шампуры аккуратненько стояли строго вертикально, вот такую подвеску сделал. Ну и опускаем в тандыр. Мало того, что температура, запах, дым, который сейчас будет образовываться в тандыре, потому что соки от курицы, от маринада будут капать в угли, и все это будет образовывать очень вкусный дым. В этом дыму должна подкоптиться курятина. И чтобы этот драгоценный дым, драгоценный запах, драгоценный вкус не терялся, я обкладываю жерло тандыра мокрой марлей. Как видите, она используется уже не первый раз, от этого она хуже не стала. Стирать ее не надо. Для чего это? Ни к чему. Накрываем крышечкой. Вот так. Крышка у меня тоже тяжелая, она керамическая, на металлической основе, но держит тепло просто отлично. Так вот, очень важно, чтобы марокканские блюда, которые готовятся в Таржине, кипели постоянно очень бурно. Это необходимо для того, чтобы лук и все остальные продукты перемешивались и измельчались за счет пузырьков пара. Самое время отправить в это блюдо последние продукты: аль-бухару и лимон. Специи и приправы. В Марокко есть очень популярная приправа. Это соленые лимоны. Вот это ташкентский лимон. Марокканские лимоны в 2 раза меньше этого. Их солят, а точнее сказать, квасят и подают вместе с блюдами. Получается очень вкусно. Лимонный аромат можно получить и за счет добавления ташкентского лимона. Если решите добавлять какой-то другой сорт лимона, попробуйте, не горчит ли его кожура. Ведь иначе можно испортить и труд, и все продукты, что находятся здесь, в этом казане. Уж лучше обойтись совсем без лимона. Напоминаю, что среди комментаторов к этому ролику проводится розыгрыш моих книг. Кто-то один счастливчик получит книгу про Марокко. Но книгу про Марокко можно получить бесплатно и другим образом. Необходимо купить 2 другие книги на моем сайте stalik.ru. А книжку про Марокко я вам подарю. Ну что, заглянем в печку? Кажется, самое время добавлять персики. Еще раз перемешаем мясо, орехи, лук, томаты, все, что здесь томится. Персики укладывайте по поверхности. Необходимо, чтобы они слегка прижарились, пропеклись. Понимаете? Персики вместо привычной нам картошки. Хорошо, что здесь, в Москве, да я думаю, по остальной России, персики продают довольно плотные, которые могут выдержать такую термообработку. Случись такое дело в Узбекистане, приготовить персики было бы очень трудно, потому что там они очень нежные, очень мягкие. Как вынуть из них косточку? А здесь, пожалуйста, разрезали пополам, провернули немного, вот косточка и вышла. Часть фисташек, только часть молотых фисташек я посыплю сейчас внутрь каждой половинки персика. А часть свежих фисташек, чтобы цвет сохранить, насыпем тогда, когда блюдо будет уже готово в целом. Ох и вкусно же это все получится. Я сейчас вам всю правду скажу. Туристы приезжают в Марокко, и им все подают в таких красивых таржинах, больших, маленьких, вот в таких. Значит, рассказываю. Готовят все, как я уже говорил, в обычных кастрюлях, в каких-то мультиварках, скороварках и так далее. А потом,
раскладывают по таджинам. И людям очень приятно. Они говорят, мы были в Марокко, ели настоящий марокканский таджин. Сейчас мы тоже с вами попробуем настоящий марокканский таджин, который по вкусу практически ничем не отличается от того, что я ел в Марокко. Хотел бы обратить ваше внимание, даже сравните. В самом начале, когда мы начинали готовить это блюдо, весь соус имел ярко-желтый цвет за счет куркумы. А теперь он покраснел, хотя ничего красного мы сюда не добавляли. Раскрываю секрет. Лук карамелизовался. Лук жарился, перемешивался сам с собой за счет бурного кипения и приобрел вот такой красный цвет. Красиво? Аппетитно? Может быть, выглядит не так красиво, как другие блюда, которые мы приготовили сегодня. Вы подождите секундочку, сейчас все увидите. Но то, что это очень вкусно, то, что это сказочно вкусно, я вам ручаюсь. Итак, чтобы не остывало, я накрою таджин его родной крышечкой. Пусть стоит, дожидается остальных блюд. Кстати говоря, вот эта традиция подавать всю еду под крышкой когда-то существовала и в Средней Азии, и в Узбекистане, и в Таджикистане. Я видел еще осколки таких блюд именно с такими конусными крышками. В последний раз их использовали где-то в 50-х годах прошлого века. Видать, делали еще до революции, а после революции посчитали, что это буржуйство какое-то, подавать еду под крышками. На самом деле, еду под крышками подавали самым богатым людям, самым уважаемым гостям на свадьбе. Знаете, кто у меня самые уважаемые гости? Вы, конечно, мои дорогие зрители. Давайте доставать. Супер получилось. Супер. Такое блюдо я готовил и раньше, но готовил только в духовке. А вот в дровяной печи в первый раз. Не могу сказать, что печь справилась, ну просто превосходно. Подпеклись фисташки только в нескольких местах. Вот здесь-то мы их свеженьким, зелененьким, размолотым орешком-то и присыпем. И получится очень хорошо. Такое блюдо можно нести на конкурс поваров. Правда, там мало кто поймет. Там же нарежут все сырое, украсят в виде розочек этих финтифлюшек и скажут, вот это первое место. А вот еда. Вот еда вкусная, очень сытная, очень праздничная. Знаете что? Чтобы не остывало, накрою и этот таджин. Несмотря на то, что мы готовили все без крышки. Ну а теперь тандыр-кебаб. Тандыр-кебаб, тандури, чикен-тандури, как говорят индийцы. Напишите в комментариях, как будет чикен, то есть цыпленок, по-индийски, на хинди. А? Не знаю даже. Говорят чикен-тандури, чикен-масала, чикен-карри. Ох уж эти индусы, свой родной язык забыли. Вот тандури так тандури. Достойные любого хорошего индийского ресторана. Осторожнее, не обожгитесь. Здесь-то шампуры горячие, по-настоящему горячие. Ровно такие же, как... Ох, картошечка одна, смотрите, разваливается прямо на ходу. Шампуры имеют температуру тандыра. А тандыр сейчас имеет температуру 140-150 градусов. Ну да, за те 45 минут, что шашлык стоял в тандыре, он слегка остывал. Ну а теперь я хочу посмотреть, как получились цыплята на срезе. Идемте сюда. Будем любоваться сегодняшней едой. Идеально готовая и при этом очень сочная внутри курочка. Аромат непередаваемый. Ребята, специи украшают еду. Специи украшают еду точно так же, как лицо красивой девушки украшает удачно подобранный макияж. Но подбирать макияж, как и подбирать специи для еды, надо учиться.
Возможно, что на это уйдут годы. Но я вам обещаю, это будут самые приятные уроки